Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. И давайте мы с вами узнаем, как карты видят события ближайших дней. У нас сегодня две колоды. Первая колода поддержки патронажа ангелов, а вторая оракул ангела. Спроси у ангела. И мы спросим с вами советы, достанем в заключении нашего расклада одну карту. Конечно, при этом будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если хотя бы допустить альтернативный вариант развития событий, или то, что мы можем запланировать себе, много чего, а жизнь, увы, вносит коррективы, и приходят иногда или новости, или какие-то обстоятельства, и нам приходится что-то корректировать. Поэтому задать себе вопрос, к примеру, если вот даже что-то идет не так, что я буду делать, то это где-то даже полезный момент. Я оставлю ссылку в описании под видео, ссылки точнее, как и на разные плейлисты. Вы можете посмотреть себя по солнечному знаку, по асценденту. Вы можете перейти на мой сайт и почитать планетарные гороскопы или статьи по психологии. У меня есть разные тематические видео. Ссылки оставляю в инфобоксе. Переходите, читайте, смотрите. И я думаю, вам мои видео тоже будут интересны и чем-то полезны. Мы идем дальше. Что важно знать на неделю со 2 по 8 сентября? Чего не избежать или какие неожиданности для вас могут быть, мои дорогие козероги? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Ага, две карты, ладно. Дело, работа, бизнес. Энергия, финансов, деньги. И личная жизнь. Что, как видят карты. И карта совет. Что же будет важно? 15-й аркан. Это вот в этой колоде карт. Карта эго. И правда, по 15-му аркану у нас всегда наше жгучее желание, что-то мы хотим осуществить. И с одной стороны это будут деньги или решение финансовых вопросов, или конкретно в личной жизни есть человек, которому вы испытываете страстное чувство, страстное желание быть с ним вместе, видеть его, касаться его. Может быть, непреодолимое желание, какой-то ваш союз перевести в более, такое надежное русло. Хотя карты не говорят нам о том, что мы что-то документально оформляем или переводим наши отношения как раз в другой статус. Но вот желание быть человеком, оно может быть достаточно интенсивным. По этой карте, где-то что важно знать. Часто 15-й аркан говорит, что у нас достаточно физических сил, физической формы для того, чтобы осуществить свои намерения. Но и с другой стороны, как будто, да, материализм какой-то присутствует в этой карте, но еще присутствуют иллюзии. Не попасться на удочку собственных иллюзий. Быть реалистом, не зависеть от каких-то сильных желаний. Мы ведь тогда становимся словно слепые, мы чего-то не видим. Потому что вот эта страсть, неважно, к деньгам, к человеку, она начинает нами руководить. И 15-й аркан в банальной колоде Таро, в основном это называется карта дьявола. И он великий шутник, когда он чувствует, что мы попались к нему на удочку. Он начинает свою игру. И мы даже не замечаем, что мы можем, словно как марионетка, нас дергают за веревочки. Я так образно говорю. То есть мы где-то больше во власти наших желаний. Вот важно знать, чтобы не попасть во власти наши желания. И у нас птица в клетке, и ангел открывает эту клетку. Говорит, выходи, вылетай. Но где-то больше свободы, больше независимости. И независимость это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Нет, это как раз больше нейтралитет, чтобы не попасть в какую-то зависимость, мои дорогие. Для вас, по крайней мере, это важно знать.
чего не избежать? Получение денег. Это что-то по судьбе может быть. Могут быть и отношения по судьбе. Иногда по этой карте могут говорить о партнерских отношениях именно судьбоносных. Но может быть это как экзамен жизни. Нам ведь не говорят о том, что этот союз обязательно должен закончиться браком, к примеру. И я допускаю, у кого-то действительно так. Но, видимо, отделить зерна от плевел вам определенно стоит. Зачем-то какие-то отношения вам даны. Я могу предположить, что это могут быть партнерские отношения у кого-то по работе или по бизнесу. Но у кого-то это и личная жизнь проигрывается. Может быть, банально этот аркан говорит о том, что приходят деньги на этой неделе. Или у тебя есть возможность закрыть какую-то финансовую брешь. Поэтому по финансам это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Поэтому, правда, возможности именно по деньгам, по занятости у вас очень хорошие на этой неделе. Но быть осторожным. Все то, что я говорила по 15-му аркану. Чему сейчас не время? Вы знаете, оставить какой-то предыдущий ваш, допустим, опыт или вашу деятельность и начать что-то с нуля совершенно другое. Нет, это карта таланта. Да, конечно, не думать, что какой-то вопрос у вас уже словно решен и в кармане. Нет, карта говорит, тебе придется еще чему-то учиться, тебе придется пройти какой-то путь, тебе еще придется какой-то жизненный экзамен сдать. Для кого-то из вас буквально какой-то, может быть, не просто жизненный экзамен, а вы заканчиваете курсы, получаете документ, и еще это только предстоит сделать. Это как будто не сейчас. Чему сейчас не время? Не время, может быть, какому-то союзу. Или передумай что-то, рассмотри, не давай какие-то обещания. Пока еще что-то не закончилось. Ты еще в процессе, что у тебя что-то определяется. И да, по деньгам есть возможность как раз. Но если мы говорим или про партнерские отношения, или пусть это касается у кого-то по работе, а у кого-то это будет по личной жизни, тогда карта будет в этой позиции вам говорить, предоставь как будто Вселенной возможность развить эти отношения до той степени, как это должно быть, или это как задумано, может быть, прописано в небесных скрижалях. Куда-то точно не торопись. У тебя этот экзамен еще впереди, как будто так. Что же вам будет помогать? Карта ваша. И пусть у нас королева Земли, но вполне вероятно, мы ведь опять же не рассматриваем карту по полу. Это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Это та, которая умеет сказку сделать былью. Потому что именно королева Пентаклей, вот какая-то ее идея, которая родилась в ментальности, она в последующем ее воплощает на практике. И поэтому ваши задумки, они реалистичны. У вас получится осуществить что-то именно через практику. И по этой карте это добрый человек. Может быть, это ваш партнер. Часто по этим картам проходят и наши именно партнеры. Те люди, партнеры, может быть, по личной жизни, или, может быть, это родственник, или какой-то даже ваш друг. Те, кому мы доверяем, на кого вы можете опереться. С другой стороны, где-то рассчитывай сам на себя. Да, прийти как будто на помощь к вам кто-то тоже сможет. Или это не есть помощь, когда решает кто-то за вас проблемы. Нет, но я думаю, ваш знак зодиака – это сильные люди. Тут и вы не рассчитываете на кого-то. Чаще козерог всегда на себя. И карта говорит, да, вот ты на себя рассчитывай. Но все же, если мы про окружение, любое, это должны быть люди проверенные. Или тем, кому ты доверяешь. Кто разделяет, может быть, ваши взгляды, ваши намерения, ваши цели. С кем вы смотрите в одном как раз направлении. Это все помогает. Что скрыто? Вы знаете, вот с собой не рисковать. Все же по 15-му аркану риск может быть. А выпадает, что скрыто король мечей или король воздуха. Это эксперт. И объединяют эту карту очень много специальностей или профессий, направлений в деятельности. Это могут быть и врачи, это могут быть юристы, адвокаты, люди, которые носят форму, причем разную форму, в том числе, вот если мы говорим про врачей,
или это может быть таможенная служба, почему нет? Ну, то есть, добавляйте вот эти значения, с кем вы можете контактировать. Безусловно, по этой карте идут высокие чиновники, представители закона, и у тебя не должно быть, если что, скрыто, у тебя не должно быть какого-то противоречия с законом. Поэтому, если вы оформляете документы, читайте внимательно. Если вы идете в банк, и такое тоже может, кстати, проиграться по этой карте, значит, нужно все просчитать. Если это ипотека, как я ее буду отдавать? Может быть, кто-то будет как раз закрывать какой-то финансовый вопрос. Тогда проверьте документы все, что да, все уже, буквально выверено до мелочей каких-то, с точностью. Не должно быть чего-то такого, мои дорогие козероги, что в последующем может всплыть, как сюрприз из прошлого, и поставить вас в тупик. Вот вам нужно все просчитывать. А если вы сталкиваетесь с подобными персонажами, которые я перечислила, может быть, у кого-то и по здоровью, правда, нужно не додумывать, если вы чувствуете недомогание, а обратиться к врачам и о себе самом или самой, узнать что-то наверняка. Тогда тайное должно стать явью. Так вот, по этой карте вы можете и узнать какую-то новость, ведь тоже на этой неделе. Что объединяет все вот перечисленное мною? Рационализм и логика. Поэтому не забывайте на фоне какого-то страстного желания именно ту реальность, может быть, оставайтесь реалистом, потому что могут быть сильные эмоции на этой неделе. И сильные эмоции, ведь это может быть как и гнев. У кого-то это будет как восторг, может быть, действительно какое-то прекрасное событие у вас получается на этой неделе, или сама по себе возможность какая-то появляется. Но вот здесь про эмоции, если мы говорим, они не должны быть сильнее какого-то реализма. Поэтому просчитывать нужно что-то, правда. Давайте мы посмотрим дела, работа, бизнес, учеба. Вот что-то конкретно, 13-й аркан. Нам говорят «отпусти». И это карта трансформации, это карта окончания и свободы. И праздника после победы. У вас решается какой-то деловой, финансовый, может быть, вопрос. У кого-то вопрос по части здоровья. Примите какую-то реальность, понимаете? Да, праздник будет, но когда ты будешь реалистом. Умей радоваться за себя, но при этом не теряй связи с реальностью. А может быть, нам говорят, что была какая-то грустная история. Все, хватит, отпускай. Все прошлое, которое у тебя уже произошло. Чего-то в вашей жизни не повторится. Что-то не может быть возобновлено. И не нужно, оглядываясь назад, как основываться на этом. Потому что вы отстраиваете что-то совершенно новое. Вы идете к празднику, ведь это праздник после победы, и это какие-то новые перспективы, и, по сути дела, это удовольствие какое-то. Поэтому, правда, какой-то вопрос делового характера или, может быть, касаемого одним документом, или через банки, через какие-то согласования, вы можете как раз решить. Будьте внимательны, мои дорогие. Иногда король воздуха – это люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии именно воздуха, близнецы, весы, водолей. И выпадает, что скрыто. Вам могут люди не рассказывать своих планов. Может быть и такой тонкий момент. Поэтому для вас нужно оставаться реалистом дважды, трижды. Но если мы говорим о том, что какая-то история закончилась или заканчивается, без сожаления отпускайте. Что-то не может быть продолжено, но для вас это, помните, словно ваша свобода, ваше освобождение. Финансы. Вот, еще финансы. Вам выпали две карты, одни из самых лучших. На работу, на финансы. И продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот так говорит вам карта. Деньги есть на этой неделе, деньги будут. Для кого-то могут быть большие деньги с учетом 13-го аркана. Кто-то, к примеру, если это был гонорар, который где-то заплутал, и вы могли, мало ли, сложности какие-то с взаиморасчетами или с переводом денег. Вот эта проблема тоже у кого-то может быть сейчас с банковскими переводами. Что-то где-то застряло по деньгам.
то здесь они как раз, скорее всего, приходят. Но на этом вы не расслабляетесь, вам что-то нужно продолжать. Да, праздник будет после победы, но это как будто прелюдия ваших новых достижений. В личной жизни что? И нам говорят, будь готов к неожиданностям. Может быть, как неожиданная информация, может быть, какой-то вариант, когда вам придется куда-то уехать, или к вам приезжает человек. Это может быть как гонец, который приносит новость. Может быть, как и какое-то предложение. Но у нас выпадает рыцарь жезлов или рыцарь огня. И если ты действительно в чем-то уверен, у тебя получится какой-то проект, говорит нам карта. Более того, это какие-то и решительные действия подразумеваются по этой карте, но они связаны с обстановкой вокруг. Мы ведь сказали, будь готов к неожиданностям. Поэтому на этой неделе скучать будет некогда. И где-то будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется корректировать свои планы. И здесь может быть, знаете, и работа, и деньги, и личная жизнь. У каждого где-то по-своему, а у кого-то из вас, мои дорогие козероги, переплетется, ну, условно, все. И вам вот из этого клубка нужно сплести красивый узор, все расставив по местам, как делает королева Пентаклей. Совет. Карта дает нам конкретный совет. Попроси помощи у кого-то еще. И мы как раз про королеву Пентаклей с вами говорили. И ваше окружение ближайшее. Те, кто с вами. Те, кто поддерживает ваши начинания. Как будто какая-то группа поддержки для вас должна быть. Это не значит, что кто-то будет буквально помогать. Хотя я такое тоже допускаю. Но как будто Козерогу очень важно иметь единомышленников. Может быть, как держать совет с кем-то. Может быть, это и ваш близкий человек, которому вы доверяете. И есть те вопросы, которые вы будете обсуждать. Может быть, по части у кого-то может, ну, вполне статься как семейный бизнес. Почему нет? Потому что обстановка как будто либо располагает, либо вынуждает. Либо вы можете задумать со своим человеком куда-то отправиться далеко. У кого-то это, возможно, путешествие, для кого-то просто переезд. По 15-му аркану здесь могут быть, в принципе, любые неожиданности. Поэтому нам говорят, оставайся реалистом. Будь готов к этим, да, неожиданностям. Но и какой-то человек как будто очень важен для того, чтобы решить окончательно какой-то вопрос. Или, мои дорогие, мы говорим, попроси помощи у кого-то еще. Вот этот король мечей может как раз и означать, если вы составляете важные документы, или мы можем даже планетарно в течение всей осени пересматривать брачные контракты, пересматривать соглашения, любые контракты, какие-то договоры. Поэтому спроси у юриста, как твой договор может быть перезаключить с большим плюсом для тебя. Или, если мы про врачей говорили, обратись к врачу и разузнай, пройди обследование, что с тобой. Не додумывай сам, не гадай на кофейной гуще. Здоровье нужно видеть объективно. Это может сделать только врач. Все, других нет вариантов. Для кого-то из вас это может быть, когда и вы сами тоже ищете информацию, и у вас что-то должно быть достоверно. Не должно быть, как вы как будто думаете или вы предполагаете, но какой-то основы вы в этом наверняка не знаете. Вот для вас выверенность каких-то действий, она тоже вам будет помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.